Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как сделать антивандальную рамку для кнопки видеодомофона. У меня есть такая видеокнопка фирмы Seven. Она считается антивандальной, но у нее есть слабое место. Первое слабое место этой кнопки — это вот этот болтик. Если его открутить, то он легко вынимается из своего места посадочного. Дергаем за шнур и воруем кнопку. А стоит она недешево. Но второе слабое место в том, что эту кнопку легко отбить обычным кирпичом или молотком. При ударе легко отлетает. Необходимо сделать так, чтобы кнопка крепилась надежно и крепко. Для того, чтобы сделать противовандальную накладку, понадобится обычный металлический профиль размером 17 на 17 мм. Нам необходимо отрезать его по диагонали, и тем самым мы сделаем два уголка, которые нам пригодятся. В итоге получилось два таких уголка. Одно ребро уголка 1,7, а второе нам нужно совсем небольшое, потому что на столбе для крепления очень маленькое расстояние. Здесь хватит 7 мм. Теперь из этого уголка необходимо сварить такую рамку, которая равняется 13 см внутренний размер, наружный 15 с одной стороны, а с другой стороны 5 см внутренний размер и 6,5 наружный. По центру будет вот такая перекладина шириной 1,4 см. Теперь с помощью сварки полуавтомата или инверторной сварки варим рамку из этих уголков. Вот рамка свободно помещается в свое место. Делаем размеры нижней части и приварим сюда еще один уголок. Примеряем рамку еще раз, поджимаем нижнюю часть и аккуратно привариваем. Одевается рамка на кнопку домофона. Теперь на этом расстоянии, строго на уровне громкоговорителя, необходимо сделать обжимную защитную пластину. Это расстояние равняется 62 мм от края, и ширина будет пластины 18 мм. Выгибаем пластину буквой П. По бокам будет по 1 см ребра, которые будут поднимать пластинку выше рамки. Вот сантиметр, его необходимо выгнуть. В тисках зажимаем строго по метке и выгибаем с помощью молотка. Загиб должен быть строго по 90 градусов. Прикладываем до кнопки домофона и делаем замер ширины второй части. Вот почти рамка готова. Замеряем это расстояние и отрезаем то же самое с другой стороны. Вот получилась такая П-образная рамка. Слегка подровняем ее фрезой по металлу. И привариваем ее строго по метке. И вот получилась такая симпатичная рамка. Осталось хорошо обработать швы, все углы закруглить, и можно ее красить. Для крепления рамки я сделаю вверху и внизу 4 отверстия, потому что по бокам мне не хватает ширины столба крепления. Теперь можно покрасить защитную рамку трехкомпонентной краской. Краску я использую черную, такую же, как покрашена стойка ворот.
А пока высыхает краска на рамке, займемся монтажом домофонной системы. Сначала необходимо установить на стену монтажную пластину, а уже после этого приступить к сверлению отверстия и проведению проводов. Теперь необходимо в этом месте просверлить отверстие диаметром 8 мм. Теперь продеваем провод кнопки управления в дырочку и прикручиваем маленьким болтиком снизу панель управления к крепежной панели. Теперь надеваем на кнопку домофона нашу самодельную антивандальную панель и прикручиваем ее саморезами по металлу. Вот так выглядит наш домофон с защитной рамкой, который обережет домофон от кражи и порчи. Вы посмотрели видео о том, как своими руками сделать защиту для кнопки, чтобы ее не украли. Пишите свои комментарии, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.